Все вы поняли, что речь сегодня пойдет о налобном фонаре. Вот такой вот фонарик я решил себе прикупить. Тоже смотрел много отзывов, очень много положительных отзывов. Ну и вот как бы прикупил. Значит, сразу обращу ваше внимание, что фонарик в магазине продается в 3 исполнениях. То есть с одной коп-полосой, как в моем случае, с 2 и даже с 3. В версиях с 2 и с 3, или по-моему только с 3, есть еще одна функция, это красный стробоскоп, красная мигалка. Не знаю, для кого и чего оно нужно, но мне это как бы все не нужно. Я купил такую самую простую версию. Ну, приехало все в такой вот коробчонке, друзья. Немножко помятый, но все отлично и шикарно работает. Вот, и в комплекте у нас был просто кабелек Type-C и USB-A для зарядки. Так, с этим понятно. Фонарик выполнен полностью в резиновом таком вот, давайте называть, корпусе. То есть резиновая лента, в которую, я так понимаю, не то вклеена, не то влита вот эта вот полоска коп-светодиодов. И, соответственно, вставлен наш сам фонарь в такой вот кожух. Доставать, ребята, я не буду. Я, честно вам скажу, попытался достать. И там тонкие провода припаяны к этой коп-полосе. Побоялся я все это дело оторвать. Не дай боже, когда у нас все это сломается или порвется, вот тогда я туда и полезу. На борту мы имеем, друзья, 3 светодиода. Вот этот светодиодик у нас датчик движения, X-светодиод. И один у нас светодиод, я так понимаю, когда будет садиться аккумулятор, он загорится красным, замигает. Имеется шлейка очень большого диапазона регулирования, то есть подойдет вот как маленькому какому-нибудь даже ребенку, так и, не знаю, там давайте попробуем какому-нибудь шахтеру прямо на каску. Вот такая вот здоровенная окружность. У продавца заявлено 4 режима работы. На самом ярком режиме Коба у нас заявлено, что фонарик проработать должен 2,5-3 часа. Этим, друзья, фонариком я его больше не испытывал, не тестил. Ну, как бы не надо мне было, да и времени не было. Я поработал 1,5 часа. Вот, причем поработал не заряжая, а на том заряде, на котором он приехал, ребята. И никаких признаков на севший аккумулятор у нас еще нет. Поэтому я делаю вывод, что описанию можно верить. Но даже если он проработает и 2 часа, а не 2,5, как в описании, то это будет просто супер. Внутри у нас аккумулятор 1200 мАч. Аккумулятор заявлен как литий-полимер. Так, теперь давайте по функциям. То есть у нас заявлено 4 функции в данном фонаре, ребята, но я нашел еще одну. Давайте по порядочку. Первая функция у нас коп максимальный свет. Вторая функция коп меньше света. Третья функция у нас боковой дополнительный свет, фонарик включается. И 4-я функция, немножко он притухает. Есть еще, друзья, 5-я функция, в описании ее нет. Это мы нажимаем, удерживаем кнопку включения-выключения около 2-3 секунд. И у нас функция, как я называю, вырви глаз. Зачем они пихают эту функцию сюда, я не знаю. Лично для меня это огромный-огромный минус. Но, в принципе, есть, как бы и есть. Вот. Значит, друзья, еще какой минус я заметил. Маленький, давайте называть будем минус. Самый маленький минус, это то, что при длительной работе у нас этот светодиод подогревает наш лоб. В зимний период это будет супер класс. А вот летом я, к сожалению, не знаю, да мы пока не проверим. Пока у нас на улице осень. Есть такой немножко нагрев. Ну, зимой это даже превратится, наверное, не в минус, а в плюс. Вот, второй минус, друзья, сразу скажу вам, заметил, это поскольку наш вот этот вот блок управления, давайте называть так, находится непосредственно над ухом, вот, то во время включения любого из режимов у нас наблюдается такой вот комариный писк изнутри. Кого-то будет напрягать, ну, меня особо не напрягает, но кого напрягают такие вот звуки или посторонние лишние, лучше, наверное, его не покупать. Вот. На лоб у нас наклеена вот на резинку еще одна такая, как я не знаю, микропористая резинка тоненькая, то есть очень мягкая, очень приятная. Не показал я вам датчик движения. Датчик движения, ребята, у нас может работать с любым из 4 режимов. То есть давайте включаем у нас максимальный коп, включаем датчик движения. Видим, у нас включился датчик движения и видим вот индикатор датчика движения и сам инфракрасный светодиод. Глазом его не видно, но на камеру, видите, его замечательно видно. Какая замечательная функция здесь есть по отношению к моему, допустим, старому фонарику. У меня, ребята, раньше был фонарик, ну, тоже с датчиком движения, но висел он посередине лба.
И этот датчик движения имел очень большую дистанцию сработки. То есть кручу я будто подвеску на подъемнике, будто что-то где-то еще. Соответственно, голова туда-сюда ходит. Мимо стойки, мимо крыла, мимо там колеса, допустим. И все время включение, выключение, включение, выключение. Короче, в один прекрасный момент нервы мои не выдержали. И мой фонарик поймал... Китайский фонарик поймал белорусскую стенку в гараже. Вот, и пришел ему конец. Отлично. Здесь же все это организовано намного, ребята, круче. Давайте, смотрите, вот примерно 20 сантиметров от датчика. Смотрите. Никакой реакции. Давайте десяточку возьмем. Хоп. Никакой реакции. Теперь возьмем пятерочку. И у нас идет включение-выключение. Видите, чуть-чуть дальше уже не срабатывает. А вот 5 сантиметров примерно. 4-5 сантиметров. То есть я считаю это огромнейшим плюсом в работе и для работы. Все, ребята, идем на улицу, посмотрим, как он сидит на голове, и куда-нибудь подсветим. Вот так, друзья, выглядит наш фонарик на голове. Все красиво, четко. Вид с этой стороны, вид с этой стороны. Значит, ребята, резинка абсолютно не давит. Кому давит, пожалуйста, регулируйте. То есть большой диапазон регулировки, как на маленькую голову, так и на совершенно большую. И все у вас получится отлично. Очень удобная штука. Значит, сейчас пойдем попробуем где-нибудь в темное место. Я, кстати, придумал, полезем в яму под машину. Ну, и поскольку на улице у нас сейчас день, то в яме под машиной, я думаю, будет темно. Ну и посмотрим, как все это дело у нас будет освещаться. Значит, ребята, сейчас у нас день на улице, как я и сказал. Мы находимся в яме. Видите, под машиной все темно. Крутить, если что-то нужно, невозможно. Итак, врубаем наш первый режим, то есть самый мощный коп. И крутим что угодно, как угодно. Немножко мой стабилизатор бросает тень, но я думаю, все отлично видно. Режим поменьше. Ага, выключил. Вот, режим поменьше коп. Думаю, тоже все шикарно видно. Что крутить и как крутить. Это боковой свет. То есть, видите, у нас наблюдаются мерцания. Можем управлять вот так, куда хотим и как хотим. Это... Так, стоп. Это поменьше свет. Боковой. То есть в любую точку можем направить. Отличный фонарик для таких вот работ. Именно как, так сказать, ремонтировать автомобиль. Либо, как в моем случае, я хочу его взять на работу и в каких-нибудь там электрических распределительных шкафах, если что-то нужно делать, то подсвечивать, так как там тоже очень-очень темно, как в этой яме. Ну, на этом, ребята, я думаю, все я вам показал, рассказал. Кому интересно, ставим пальцы. Кому что-то непонятно, пишем комментарии, спрашиваем. Всегда и всем стараюсь на все ответить, ребята. Все, всем пока, ссылка в описании.